Всем доброй ночи. Дорогие друзья, кто в этом мире не желает быть знаменитым, известным, признанным? Кто не хочет жить хорошо, кто не хочет жить богато, ездить в другие страны, получать дары, благодарность, уважение людей? Все хотят этого. Не просто потому, что это приятная жизнь, а еще потому, что душа, которая приходит в этот мир, приходит для того, чтобы получить свою долю славы и счастья. И каждой душе дан такой шанс. Но не каждая душа желает этим воспользоваться. Кроме всего прочего, известность – это тяжкое бремя. До известности нужно дойти, нужно очень много работать, нужно очень много отдавать себя в каждой профессии, в любой профессии, кем бы ты ни был. Будь ты бизнесменом, который каждый день должен за все отвечать, который должен уметь подбирать нужных людей вокруг себя, который должен всем руководить, отчитываться, следить, контролировать. Одним словом, день и ночь работать и стремиться к тому, чтобы твое дело развивалось. Придумывать новые идеи, делать новые проекты, отвечать за все это, взаимодействовать с чиновниками, оплачивать налоги и многое иное. И это целая работа, это целое искусство, это целая нервотрепка, это большая ответственность. Но бывает, что человек талантлив, что человек стремится, старается, но у него не получается. Все время какие-то препятствия перед ним. Значит, фарта не хватает, значит, не хватает помощи потусторонних сил. Значит, он что-то делает не так, и силы не желают ему покровительствовать, даже если он талантливый человек. Значит, он идет не в том направлении, значит, он тратит свое время, свои силы понапрасну. А как быть, чтобы силы, духи дали этому человеку правильное направление, показали, куда идти, помогли, очистили дорогу, дали возможность прославиться? Вот этот ритуал поможет вам. Но предупреждаю, если вы лежите на диване и проводите просто ритуал славы и успеха, у вас ничего не получится. Слава дается заслуженно, дорогие друзья. И для того, чтобы эту славу заслужить, нужно отдавать дань этой силе. Нужно отдавать дань своим временем, где-то и здоровьем, энергией, жизненной силой. Только тогда взамен вы получите эту славу. Учтите, что любое имя, которое вы создаете, то есть свое имя, оно уже превращается в некую субстанцию, силу и живет отдельно от вас. И это имя нужно питать и поддерживать. Если вы создали имя, вы не можете на полпути свернуть и передумать. Это огромная ответственность. Поэтому прежде чем это делать, подумайте много раз, вы сможете ли эту славу, это бремя нести. Я всегда говорила, человек между Сциллой и Харибдой. Помните, когда, по-моему, Семплегады назывались эти скалы. Между этими скалами должен был проходить корабль Одиссея. Ему дали выбор, либо Сцилла, либо Харибда. Сцилла, которая обладала, кажется, 9 головами и сжирала людей, или Харибда, которая на самом деле воронка морская, крутила и забирала к себе корабли. И вот выбирай, что лучше, быть убитой Сциллой или Харибдой. Вот жизнь человека точно такой же выбор между Сциллой и Харибдой. Либо ты умрешь в безвестности, никто тебя не будет знать, проживешь обычную жизнь обычного человека.
Либо ты станешь известным человеком, и тогда тебе придется бороться со сплетниками, с папарацци, с грязными слухами, с заказными статьями, с желанием поливать твое имя грязью, с конкурентами, с соперниками, с врагами, с завистниками, с бывшими друзьями и прочее, прочее. Так вот, что выбрать? Что бы ты ни выбрал, ты столкнешься с чудовищем. Однако хочу сказать, что безвестность, она не так уж опасна, как известность. Как сказала великая Софи Лорен, популярность – это очень приятно в первые 2 месяца, а потом это мучение на всю жизнь. Но когда человек уже сел на коня, он уже никуда не денется. Он должен продолжить свою дорогу в таком качестве, в котором он уже себе выбрал этот крест, и тащить. Так что, дорогие друзья, прежде чем выйти из тени, подумайте много раз, легко ли вам будет, потому что каждый будет желать тебя сломить. Каждый. Когда ты чем-то отделяешься от общества, общество пытается всеми силами тебя вернуть обратно. Сплетнем ли, унижением ли, неважно. Вернуть тебя в свои ряды, на круги своя, чтобы ты ничем от других не отличался. Поэтому только храбрые и сильные люди, только очень сильные личности могут это выдержать, потому что слава сгубила многих людей. Многие спились, многие начали колоться, многие начали принимать всякие средства, чтобы отключить мозг. Многих стравили, многих унижали, многих добили, многих довели. Очень многих. И только сильнейшие и более выдержанные люди смогли все-таки дожить и прославиться, и этой славой наслаждаться. Потому что если вы понимаете как? Если вам кажется странно, что это легко и просто, то попробуйте выдержать о себе и о своей семье хотя бы одну сплетню. Очень непросто, очень омерзительно, очень противно. Но здесь всеми силами пытаются тебя добить. Почему? Потому что твоя известность, твоя популярность, потому что твоя удачливость, как кажется, да, потому что каждый ленивый, каждый ничтожный человек считает, что тебе просто повезло. Вот незаслуженно повезло. Никто никогда не будет помнить, что для того, чтобы чего-либо достичь, ты, например, до утра работал. Неважно в какой сфере. Книгу ли ты писала, танец ли отрабатывала свой, да, или играла свою роль, чтобы на следующий день выступать, или голос исправляла и репетировала. Никого это не интересует. Если ты прославился, если ты чего-то добился, значит, просто тебе повезло. Вот везунчик ты. И почему тебе судьба вот так вот вознаграждает, помогает и любит? Чем же ты это заслужил? Ты же этого не заслуживаешь на самом деле, правильно? Более всего этого заслуживает тот самый ничтожество, которое лежит на диване и смотрит тебя по телевизору или в Ютубе, как угодно. И думает, вот, и чем же она вот заслуживает это все, я не пойму. Что люди такие дураки не могут понять. Она всегда приписывает, такие люди всегда приписывают, что либо люди такие идиоты, и поэтому они не видят, что ты ничтожество и недостойна славы, либо тебе просто повезло. Вот везучий ты, понимаешь? Как говорится, дуракам везет. Вот эту вот поговорку придумали сами дураки. Итак, лекцию по поводу славы мы уже поговорили об этом. Пойдемте далее. Есть люди талантливые. Есть талантливые танцовщицы, есть талантливые писатели, есть талантливые кулинары. Неважно, кто вы. Если вы действительно талантливый, много работаете, немного удачи и фарта вам не помешает. Помощь потусторонних сил, и вы подниметесь до очень больших высот. Поверьте мне, что помощь и благословение судьбы очень многое значит. Много есть талантливых людей, которые никак не пробьются вперед. И много есть среднего таланта людей, которые пробились все-таки, смогли. Почему?
Наверное, потому что они знают что-либо. Наверное, потому что они обращались к этим силам. Наверное, потому что они верят в свою удачу и верят, что есть силы, которые дают помощь. Знаете, как игрок, который просто свято верит в то, что фарт существует, и все время выигрывает. И это правда. Итак, я вам дарю ритуал, как обрести известность и славу. Но учтите, известность и слава с воздуха к вам не упадут. Вы должны работать и стремиться. И при этом иногда повторять этот ритуал. И тогда у вас прибавится к вашим талантам еще и удачливость. Если есть у вас статуя фортуны, поскольку она сама судьба и сама удача, то можете поставить в ритуале. Здесь немножко ваша фантазия должна сыграть. Если нет, не страшно. Берете 4 свечи, как 4 стороны света, символизирующие. Посреди ставите, то есть ложите, извиняюсь, свои фотографии. Постарайтесь такой фотографии, где вы одна, естественно, и где видны ваши глаза. Можете как портрет. Далее. Разложите драгоценности. Разложите кольца, украшения, потому что вы призываете богатство, правильно? Вы призываете славу, шикарную жизнь. Естественно, должно быть ощущение шика, блеска, красоты. Не просто так. Знаете ли, нищим столом не призывается богатство. Далее. Свечи можете разноцветные поставить здесь как символ пестроты, необычности, интересной жизни. Вам нужны будут либо свои наручные часы, либо вот такого типа. Но вы эти часы должны будете потом носить с собой. Если на руку надевают, то есть наручные часы, то надевать нужно потом на левую руку. Левая рука отвечает за деньги, за денежную силу, активизирует. Все великие известные люди носят на левой руке. Вам времени хватит на все. На левой руке. Можете поставить чашу с украшением, можете вот так разложить. Еще вам нужно будет или фомиам, или благовоние обязательно, потому что это часть ритуала. Я вам объясню как бы по частям, как это должно происходить. Итак, значит, я зажигаю эти свечи, но потом направлю камеру на фортуну. Так интереснее, красивее будет смотреться. Так, зажгли эти свечи. Временами повторите. Если вы певица, вы заметите, что будут новые заказы, что будет какое-то новое отношение к вам, необычное такое отношение, то есть то, что вы раньше не замечали, у вас будет успех. Люди будут аплодировать, люди будут подходить, признаваться вам в любви, в уважении к вам и так далее. Постепенно вы станете более популярны. Так. Начнем. Да, читать нужно 6 раз. Слово в слово, дело в дело, да свершится мое колдовское дело. Я заклинаю и прошу с этой минуты и с этой секунды, с этого часу, о судьба Матери, тебе дана власть, любого и каждого до небес поднять, славой наградить, прославить, подарить все блага земные. Возлюби меня, Фортуна, всей душою возлюби, награди меня, прославь и от бедствий сбереги. С юга, с запада, с востока, с севера, да получу я блага и дары, да хвалят и славят мое дело, и имя возносят, как сидит на троне царь царей горделиво, а князья и бояре, и другие государи покорно пред ним стоят учтиво, так бы и меня, бояре и князья, все чины земные и государи ласково встречали и провожали.
честь и славу мне воздавали. Сердца бы их укращались, все бы мне властями прощалось. Ценили бы меня, как душу в теле, глаз во лбу. И каждый час, каждый день, каждая минута мне бы славу, деньги и признание дарили. Время отныне работает в пользу меня, для меня и во славу меня. Звезды сияют, и я засияю. Огонь мир освещает, и я буду ярко светить. Светить, извиняюсь. Я свой звездный час приближу, временем заклинаю, тороплю и приближаю, признание получаю, все сбудется, верю, знаю, и фортуной закрепляю. Славься мое имя, я это заслужила. Дальше. 6 раз прочитали. Берете, зажигаете благовоние. Так. Или фимиам. Очень приятный запах розы. Долго, конечно, горит. Открывайте окно, дорогие друзья. И вот это благовоние ставите на окно, на открытое окно. Какое бы время года это ни было, зима, весна, лето, неважно. Но нужно будет открыть окно. Сейчас тоже открыто, между прочим, хочу сказать. Поэтому шумно. И ставите туда. И читайте столько раз, сколько вам лет. Лети, лети, мою славу найди, известность мою ко мне приведи. Поведай миру обо мне, сделай меня знаменитой. Свершилось, свершилось, свершилось. Истинно так. Еще раз. Читать столько раз, сколько вам лет. Лети, лети, мою славу найди, известность мою ко мне приведи. Поведай миру обо мне, сделай меня знаменитой. Свершилось, свершилось, свершилось. Истинно так. Оставляйте это догореть на окне. Теперь послушайте, как только получится первая победа, первые славные выступления или вот первый прям наплыв денег и так далее, как только вы почувствуете, что вот начинается эта полоса удачная, какую-нибудь сумму денег отдайте кому-нибудь или оставьте где-нибудь, на лавочке оставьте, но в таком месте, чтобы люди забрали. То есть, как бы забыли. Оставьте и уходите. Не так, чтобы вас позвали, сказали, вы там вот деньги положили, забыли. Оставляйте и говорите, делюсь прибылью. Все. Иногда поделитесь, потому что вам это дается для того, чтобы вы тоже кому-то помогли. Попробуйте этот ритуал, он очень даже действенный. И я уверена, что за короткое время вы это почувствуете. Всем удачи!